Друзья мои, я вот часто думаю, почему люди уезжают из России? Ученые уезжают, программисты, то есть самые лучшие интеллектуальные кадры куда-то уезжают на Запад. И мне видится, что одна из причин этого, что мы живем в стране какого-то жуткого невежества, причем такого воинствующего невежества. И это невежество, оно касается прежде всего нашего духовного состояния. И для того, чтобы вот этого понять, возьмем Библию. У нас Библия считается, значит, священной книгой, но ведь все знают, и ни для кого не секрет, что Библия археологическими раскопками и исследованиями археологов не подтверждена. Потому что от Адама у нас сейчас всего лишь произошло 7000 лет, а история подтверждает, что эти данные вообще не соответствуют. Но люди упорно верят в Библию, считается, что она святая книга. Это первый момент. Второй момент. Возьмем Евангелие Иисуса Христа. Из Евангелия вырезана та часть, где он находился в возрасте с 12 до 30 лет. То есть, как вообще никто об этом не знает. Ни апостолы не знают, ни мать его Богородица не знала. Ни в одном Евангелии это не написано. О чем это говорит? О том, что это вырезали. А вырезали, почему? Потому что он был в Индии. И Иисус Христос иудеям стал проповедовать ведическое учение. А они его не приняли. На чем я свою гипотезу-то основываю? Собственно, ее не я придумал. Уже в Индии куча написано книг, которые доказывают, что все притчи, которые Христос рассказывает, они взяты из книг ведических, то есть из Упанишад, из Махабхараты, из Бхагавад-гиты. И вообще вся метафизика, которую давал Иисус Христос, «Я и Отец одно», «Вы боги», это все метафизика ведическая, которая дана в философии Сангхи, которая дана в йоге. И написано индусами много книг, исследований, которые прямо приводят параллельные места между евангельскими притчами, которые говорил Иисус Христос, и между текстами тех книг, которые я назвал. Но у нас эти книги в России не переводят, не издают и не печатают. Почему? Потому что у нас есть ортодоксальная мафия в виде Русской Православной Церкви, которая всех держит в ежовых рукавицах и говорит: нет, эти книги читать нельзя, это ересь, это против православия, это против истины. Подождите, а то, что археологические раскопки, это тоже против истины? И то, что индусы, они такие глупые люди, там же в Индии тоже есть христианство, но там не такое христианство, как в России. Там христиане признают, что Иисус Христос учил иудеев ведическому учению. То есть он был такой же аватар, как Кришна, и который пришел на землю для того, чтобы он воплотился от Бога и как божественная эманация стал преподавать иудеям это ведическое учение. Это нормально, все, и такой же эманацией Бога был и Кришна, и другие аватары. Это нормально совершенно в Индии признается. Но почему-то в западном мире и у нас в России, уже причем в 21 веке, хотя все эти книги изданы, все они известны, мы упорно считаем, что Иисус Христос воскрес, и это чудо из чудес. Там в Индии эта реинкарнация считается нормой, там все, душа, она после смерти уходит, потом возвращается, опять снова воплощается. Это нормальное явление уже везде. Но почему-то нам нужно считать, что
мы должны верить в ад, в вечные муки какие-то мы должны верить. И вот понимаете, вот это все для меня лично, это невежество. И в связи с этим невежеством я хочу дать толкование на одну из притч Иисуса Христа, которая тоже взята из Вет, и истолковать эту притчу о сеятеле в понимании ведическом, а не в том, которое дается ортодоксальное ее толкование. Да. Вот притча сеятеля. Вышел сеятель сеять, и когда он сеял, одно зерно упало при дороге, и птицы склевали его, оно не проросло. Другое упало в каменистую почву, оно немного проросло, когда солнце зашло, пригрело, и так как корням негде было брать влагу из камней, то опять-таки этот росток завял. И только часть зерен попала вот в нормальную, вспаханную, подготовленную почву, и взошло, выросло и принесло плод в 60 и в 100 раз. Это притча, которую говорит Христос. И как ее растолковать? А растолковать ортодоксальное наше учение, оно может ее правильно истолковать, потому что оно не полное, оно нахваталось внешних только рассказов, а там же гораздо глубже в Ведах все дано. В Ведах говорится о том, что вся природа управляется 3 гунами. Это гуна, прежде всего, раджас. Это такая, знаете, активность, но неосмысленная, которая человек вроде за все, что он берется, но смысла это не имеет. Вторая гуна – это тамас, это такая спячка, лень, невежество, когда человек ни за что и браться не хочет. И третья гуна – это сатва, свата, когда человек находится в осознанном, стабилизированном состоянии, и тогда он действительно достигает успехов в любом деле, за которое он возьмется. И если с этой точки зрения вот посмотреть на эту притчу Христа о сеятеле, то первое зерно, которое упало, первые зерна упали, и птицы их поклевали, это, конечно же, гунна раджаса. Вообще, надо ведь еще на эту притчу посмотреть несколько глубже. Она же была пророческая. Это было пророчество Иисуса Христа. О чем это вообще притча-то? О том, что Бог к нам пробивается вот в нашу природу. Мы себя отождествили с природой материи, что мы это тело. На самом деле природа человека – это душа. Душа, она единая. То есть, и Господь к нам пробивается. Вот эта притча о том, что к нам сеют семена, это Дух Божий пробивается в наше индивидуальное сознание, чтобы мы поняли, чтобы мы осознали свое единство с Богом, что наш источник нашей жизни, нашего существования, вообще нашей всей активности – это Божественный Дух. А люди, мы по своему невежеству не хотим этого признавать. По какой причине мы не хотим? Ну вот, первая причина того, что гуна раджаса. Да, еще я хочу сказать. И то, что дух пробивается, он же не сам пробивается, а через божественных аватаров, через апостолов, через духовно мудрых людей, которые нам Слово Божие говорят, они нам дают подсказки, то есть они нам дают не сам Дух, но дают нам указатели на этот Дух, чтобы мы осознали умом, интеллектом свою истинную природу. И люди на самом деле, вот невежество, это у него характер такой, отстаивать это свое невежество. И поэтому Христос, Он ведь так и говорил: не давайте святыню псам и не мечите бисер перед свиньями, чтобы они
не потоптали его ногами и не убили вас. Вот понимаете, вот до чего доходит вот это вот невежество. Да? Люди хотят признавать свой эгоизм настойчиво, упорно, не хотят дух в себя божественный пускать. Хотя на самом деле мы в 95% все процессов, которые происходят в жизни человека, они происходят бессознательно. Например, мы едим, выделяется желудочный сок, там всякие там происходят химические реакции, там бактерии у нас в пищеварительном тракте живут. И кто этим управляет? Этим управляет дух. Но мы этого не осознаем. Мы думаем, что это мы своей головой все управляем. Это всего лишь, если мы чем и управляем, то это может быть 2-3%. А в основном у нас жизнь идет бессознательно. Бог управляет нами. Мы даже этого не хотим признать. Почему не доходит это слово до людей? Потому что люди постоянно заняты обслуживанием потребностей тела. То у них бизнес, то спорт, то там какие-то страсти надо удовлетворять, то какие-то попойки, там, встречи, праздники, там тра-та-та-та-та-та, болтовня языком. И люди не могут даже задуматься об истине, им некогда. Они все какой-то заняты ерундой, чепухой занимаются. Это состояние раджаса, это когда зерна, когда семена, Дух Божий, до этих же людей тоже доходит какое-то духовное состояние. Но люди его отвергают, потому что заняты мирскими заботами. Вот. Это первый вид попадания зерен в поле. Да, кстати, еще нужно здесь обратить внимание, что такое поле? Поле – это индийское слово кшетра. Вот мы, то есть каждый человек – это душа прежде всего. Эта душа, она находится вот поле, где мы живем, наша жизнь – это поле, это кшетра. То есть это и этим кшетраем является для души и тело, в котором она находится, и окружающий мир, в котором мы живем. Это все кшетра. И Бхагавад-гита, она описывает битву, как Курукшетра. Куру – это битва, то есть поле брани. Курукшетра – это поле войны, поле, где происходит война. А война на самом деле, это вот как раз вот слово-то Божие, Божий Дух, он и пробивается к человеку, это целая война, потому что невежество восстает на проникновение в нас Духа Божия. И вот следующий вид попадания зерна, вот этого поля. Кшетра – это мы на самом деле. Надо себя так и рассматривать, себя полем, в которое попадает дух. И вот как мы к этому духу относимся. Следующий вид – это попадание духа в состояние человека, который находится в состоянии тамаса, в состоянии такой деменции, такого, знаете, летаргического сна, когда человек спит, ему лень, и он ничего не хочет воспринимать. И до таких людей тоже же попадает Слово Божие. Но как Обломов ко всему относится. Знаете, такой был у Гончарова роман «Обломов». Он просто был лежебока. И вот когда в состоянии расслабленности, лени, тупости и невежества Слово Божие попадает, то человек его отвергает. Он вроде бы как и верит в Бога, но он начинает верить не непосредственно духу, а он начинает верить каким-то человеческим мнениям. Это называется ортодоксия. Вот состояние, вот второе состояние тамаса – это и есть ортодоксия. Когда люди верят не непосредственно дух, который на нас исходит, а верят каким-то человеческим толкованиям, мнениям. Вот это надо отметить тоже важный момент. И мы в России, мы как раз и живем в этой ортодоксии. И мало того, что люди защищают эту ортодоксию, а третье состояние – это как раз состояние саттвы. Но таких кажется нам, что это поле большое, что большинство зерен попадут именно в
состояние саттвы, ничего подобного. В духовной жизни как раз наоборот. Вот людей, которые находятся в саттвическом состоянии, их очень мало, их единицы. Основная масса людей это раджас и тамас. Состояние саттвы это когда человек осознает свое состояние и выполняет определенные духовные практики, которые называются йога, и для этого йога специально и существует, которые разгоняют, во-первых, они успокаивают ум, успокаивают вот это раджас, который постоянное беспокойство в человеке вызывает, и разгоняют вот состояние тамаса, духовной лени. И вот да, человек начинает действительно практиковать медитацию, практиковать йогу, асаны, когда он занимается физкультурой, когда его тело в бодром состоянии и интеллект в состоянии, так, знаете, рабочем, тогда человек может отвлечься от этих всех мирских привязок и выйти из состояния невосприимчивости, вот, духовной лени, и активизируется тогда канал, который не просто устанавливает связь субъекта веры с объектом веры, а который говорит, что субъект и объект – это одно. Как и говорил Христос, «Я и Отец одно». И Он и про людей говорил, вы боги, то есть вы и Отец, вы тоже одно, потому что мы все едины с Богом. Потому что душа – это не то, что там, вот как нас учат ортодоксальная церковь, это какая-то корпускула, которая находится в теле человека сотворенная. Нет, душа – это часть единой души, и мы едины с Богом. И вот это вот состояние надо осознать. Состояние, оно в состоянии тамаса, то есть в состоянии саттвическом, когда мы практикуем, специально практикуем медитацию, мы этот канал специально организовываем, вот этот канал с высшим «Я», когда мы этот канал организовали, тогда мы, можно сказать, Слово Божие в нас проникает, уже проникает не посредством мнений, а посредством самого Духа, как вот апостолы, вот в день Пятидесятницы на них сошел Дух, они стали разговаривать на разных языках. Вот так же Дух, он входит в человека, но для этого нужно разогнать тамас и выйти из этого раджаса. Вот такое толкование притчи о сеятеле я сегодня вам даю, ведическое толкование, не ортодоксальное. Вот. Задумайтесь над этим.